Колбаса, колбаса, колбаса. 50 карточек. Чтобы ребенок точно запомнил правильное написание словарных слов. Здравствуйте, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школы скорочтения и развития памяти у детей. В этой программе «Учимся учиться» я отвечаю на видео-вопросы родителей, взволнованных будущим своих детей. И у меня первый вопрос от Алены из Казани. Здравствуйте, Шамиль Тагирович. Меня зовут Алена, я из города Казани. Моя дочь Настя учится в 3 классе и постоянно ошибается в словарных словах. Подскажите, есть ли какой-то способ быстро заполнить много словарных слов? Спасибо. Напомню нашим зрителям, что такое словарные слова. Словарные слова – это такие слова, правописание которых не регламентируется, не регулируется какими-то правилами. То есть детям говорят, что их написание нужно запомнить. Ну, например, слово «колбаса». Его нужно писать через «о». Обычно этих словарных слов в начальной школе достаточно много, несколько десятков, и обычно в диктантах, изложениях, в сочинениях дети ошибаются именно вот в этих словах. К сожалению, при работе над ошибками стандартно в школе эту проблему не устраняют. Почему? Ну, давайте представим, как проходит работа над ошибками в школе. Например, то же слово «колбаса» ребенок написал неправильно, написал через «а» в диктанте. Учитель раздает тетрадь и говорит ребенку: пиши слово «работа» над ошибками и переписывай это слово несколько раз. И ребенок начинает переписывать колбаса, колбаса, колбаса 3, 5, ну иногда 10 раз. Как вы думаете, какая вероятность того, что в следующий раз, когда ему в диктанте, в изложении, в сочинении нужно будет это слово написать, какая вероятность, что ребенок напишет его правильно? В действительности 50%, то есть либо напишет правильно, либо не напишет. Почему? Потому что правильное написание в памяти ребенка никак не закрепилось. То есть каждый раз, когда ребенок хочет это слово написать, он не знает, как правильно, и фактически угадывает. Я в этом видео расскажу вам 3 способа, как сделать так, чтобы ребенок точно запомнил правильное написание словарных слов, и, соответственно, каждый раз, когда ребенку это слово в диктанте, в изложении или в сочинении будет попадаться, он 100% вспоминал, как правильно его писать. Я расскажу про 3 метода легкого запоминания словарных слов, и будем сегодня практиковаться на 3 словарных словах, которые я выбрал. Первое – это слово «колбаса», второе – слово «директор» и третье слово «горох». Так, первый метод – это у нас метод картинок. Сегодня будем практиковаться на 3 словарных словах. Это слово «колбаса», которое я уже ранее говорил, слово «горох» и слово «директор». Итак, в чем заключается метод картинок? Запишем эти словарные слова. И, соответственно, посмотрим, как можно визуально обыграть эту букву, которую ребенок чаще всего неправильно пишет. Но с колбасой у нас все просто. О, похоже у нас на кусочек колбасы, поэтому просто можно дорисовать как кусочек колбасы. В горохе тоже все просто. Горох, о, похоже на горошину, то есть можно дорисовать стручок гороха. Ну, а у слова «директор» и можно дорисовать до смешного лица директора. Я не знаю, мужчина в школе вашего ребенка или женщина-директор, но вот я нарисую как-то вот так. Итак, ребенок просто рисует буквы, дорисовывает их до каких-то очевидных картинок и, соответственно, легко запоминает правописание этих слов.
Второй способ называется мини-история, и подходит этот способ лучше для ребят, которые хорошо воспринимают информацию на слух. Ну, например, со словом «колбаса» придумаем такую мини-историю «Оля ест колбасу». Очень хорошо, если у ребенка есть знакомая Оля, какая-то ваша родственница или одноклассница в классе, и ребенку нужно представить, как Оля жадно пожирает этот огромный батон колбасы. С директором можно придумать, например, директор играет в футбол, и это будет какая-то смешная картинка, если особенно директор в школе это пожилая женщина объемных размеров, очень смешная, забавная картинка получается и очень легко запоминается. Ну а соответственно буква И проверяется словом «играет». Ну и остался у нас горох. Представляем, что, не знаю, ваш папа ребенка встает голыми ногами на горох и кричит «Ой!». Больно, «Ой» – это проверочное слово для слова «горох». Вот такой простой метод очень хорошо подходит для ребят, которые хорошо запоминают на слух, и эту историю, которую ребенок должен на слух проговорить, ребенок вспомнит в следующий раз, когда нужно будет писать это словарное слово. И третий метод называется метод кроссворд, который чуть более трудозатратен, чуть больше времени занимает, но при этом помогает очень хорошо ребенку написанию словарных слов. Итак, в чем заключается метод кроссворд? Мы пишем слово «колбаса» и представляем его в качестве такого кроссворда. И нам нужно какое-то слово на пересечении. Пусть будет у нас это слово «солнце». И, соответственно, в слове «солнце» «о» мы никогда не сможем написать вместо «оа», да, то есть это у нас такое проверочное слово. И дальше две картинки «солнце» и «колбаса» нам нужно связать. То есть, представляем, что у нас такое солнце, мы вглядываемся и видим, что оно представляет собой кружок колбасы. Вот такой простой способ. Можно так то же самое сделать, например, со словом горох. Например, проверочное слово будет осень. Я особо не заморачиваюсь, то есть придумываю слова, которые первыми приходят мне в голову. При запоминании ребенком то же самое нужно делать. То есть не нужно что-то придумывать особое, да, нужно использовать те слова, которые первые в голову ребенку приходят. Горох, осень. И представляем, что 1 сентября, например, это осень, да, ребенок идет в школу с горохом вместо цветов. Ну и давайте добьем последнее у нас слово директор. И, соответственно, нам нужно проверить слово букву И. И давайте используем слово «икра». Используем слово «икра» и представляем, как наш горячо любимый директор школы ест красную или черную икру большой деревянной ложкой. В следующий раз, когда ребенку нужно будет это слово написать, у него появится в голове картинка, например, директора с икрой, и он вспомнит вот этот рисунок, вот эту картинку мини-кроссворда и, соответственно, напишет слово правильно. Вы можете сказать, что да, все очень легко и просто, когда у нас мало словарных слов, 2, 3, 5 и так далее.
А ребенку даже во 2-3 классе нужно запомнить очень много словарных слов, несколько десятков, а то и сотен. Я даже в свое время готовил пособие, и оно очень хорошо продается, как научить ребенка грамотно писать. Как раз в этом пособии я эти методы даю, да, и с помощью блокнотов, тренажеров дети тренируют навык выучивания правильного написания словарных слов, да. Так что же делать, когда у нас много словарных слов? Делается все очень просто. Вам нужно будет подготовить вот такие небольшие карточки из плотной бумаги, для того, чтобы они были непрозрачные. Ну, то есть ребенок, смотря на то, что написано спереди, не мог увидеть то, что написано с другой стороны. Что из себя представляет карточка? Карточки, как я уже сказал, должны быть из плотной бумаги, чтобы, когда ребенок смотрит на нее, на эту карточку, не мог увидеть то, что написано с другой стороны. На одной лицевой стороне мы пишем словарное слово, пропуская букву, которую необходимо проверить. Ну а на другой стороне пишется правильный вариант ответа методом картинка, вот я горох нарисовал, да, либо кроссвордом, тогда мы кроссвордик должны сюда нарисовать, либо какой-то маленькой истории. Ну, например, папа голыми ногами встал на горох и крикнул «Ой!». И у нас получается огромная стопка таких карточек, ну, например, 50 карточек. Дальше, как их максимально быстро выучить и повторить. Буквально 3-4 проходов хватает, чтобы ребенок запомнил эти словарные слова раз и навсегда. Итак, ребенок держит лицевой стороной стопку этих карточек к себе и читает первое слово «горох», говорит, пишется «о», и далее проверяет. Да, правильно, выкидывает эту карточку из стопки. Следующее слово – колбаса. Ребенок говорит, например, «а». Нужно писать «а». Переворачивает, понимает, что он ошибся. Еще раз представляет этот образ, эту картинку, да, что вместо буквы «о» у нас колбаска. И секунду-две запоминает и вставляет эту карточку назад стопки. Таким образом, ребенок прорабатывает, повторяет только те слова, которые, в правописании которых он ошибся. То есть таких слов будет, ну, из 50 и 100 всего 3-4 слова. Эти 3-4 слова он еще раз повторяет и, соответственно, 100% запоминает, как их писать правильно. Называется этот метод воронки. То есть мы здесь не повторяем, не тратим время на правописание тех слов, правильное написание которых ребенок уже знает. Итак, резюмируем. Я рассказал про 3 способа, которые помогут вашему ребенку легко запоминать словарные слова. Подберите именно тот способ, который легче всего будет работать с вашим ребенком. Алена, надеюсь, мой ответ на ваш видеовопрос поможет вашей дочке Насте легче учиться в школе и легко запоминать правописание словарных слов. А вы, дорогие зрители, присылайте свои видео-вопросы на нашу почту вопрос@turborit.ru. А я, Шамиль Ахмадуллин, в своей авторской программе «Учимся учиться» буду на них отвечать. Спасибо за внимание, успехов в учебе, пока-пока!